Всем привет! Творческий процесс работы над музыкальным произведением рассматривался во многих работах деятелей фортепианного искусства. В основном этот процесс делился на три этапа. Так Карл Черни называл эти этапы: разбор, техническое освоение и художественная отделка. Григорий Романович Гинзбург – зарождение образа, элементарная работа и приспособление. Мы выделим 4 этапа работы над музыкальным произведением. Это знакомство, работа над деталями, оформление, корректировка деталей и подготовка пьесы к сценическому воплощению. Итак, этап первый – знакомство. На этапе ознакомления с произведением цель деятельности состоит в развитии мышления, формировании установки на создание первоначального образа пьесы. Начальный этап работы над пьесой ставит перед собой следующие задачи. Это осознать контуры, высотность, ритмику, прочитать и осмыслить все ремарки, проанализировать основные технические моменты, такие как аппликатура, штрихи, обнаружить наиболее заметные элементы выразительности, например, динамические, и после осознать целостность содержания пьесы на основе этого анализа. Знакомство с произведением следует проводить с помощью следующих методов. Это чтение с листа, то есть приблизительное эскизное проигрывание, и краткий музыкально-теоретический анализ произведения, про который я уже рассказала. Для выполнения такой работы необходимо проследить ход становления авторской мысли, разобраться в логике ее развертывания. Огромную пользу во время таких просмотров принесет краткий теоретический анализ, углубление которого будет продолжаться на всем протяжении работы над произведением. Такой анализ будет способствовать быстрому ориентированию в контурах звукового полотна. Второй этап – работа над деталями. Цель второго этапа работы подразумевает подробное изучение авторского текста. Задачи второго этапа следующие: разобрать нотный текст, объединить в нем все элементы и достичь гладкости. Подробное изучение авторского текста целесообразно проводить с помощью следующих методов. Например, возврат на сложные места и дробление их на звенья, счет вслух во время игры, простукивание непонятного ритмического рисунка, прочтение нот вслух, проигрывание каждого голоса отдельно, игра разными штрихами, игра с конца на начало, сольфеджирование с дирижированием, беззвучное контактирование пальцев на столе и вычленение простого из сложного. Разбор нотного текста является одним из основных способов точного осознания контуров звуковой ткани. Он должен обязательно сочетаться с прочтением ремарок. Необходимо помнить, что всякая случайная неточность игры в самом начале работы ведет к искажению текста и образа. А ошибки, допущенные при разборе, нередко укореняются и сильно тормозят разучивание пьесы. Третий этап – корректировка. Цель третьего этапа – это достижение целостности исполнения произведения, объединение выученных деталей в цельный организм. Итак, задачи третьего этапа – это развить навыки перспективного мышления при игре и умение представлять результаты еще до осуществления. Достичь гладкого исполнения и по нотам, и на память. Преодолеть все ваши двигательные трудности. Углубить выразительность игры, уточнить звучность, то есть распределить силу звука, педализацию и так далее. Уточнить всю ритмику и добиться единства темпа. Для решения поставленных задач используют следующие методы работы. Это пробные проигрывания пьесы целиком, многократные повторения и постепенное удлинение музыкальной мысли, фразы при работе. Необходимо сочетать пробные проигрывания целиком с непрекращающимся трудом над деталями и частями произведения. Помимо пробных проигрываний, одним из звеньев во владении формой сочинения должны стать занятия музыканта без инструмента. Это работа в уме. Но, используя в работе перечисленные методы, необходимо помнить, что такие упражнения приносят пользу, если они связаны с концентрированным вниманием.
Такой вид работы будет бесполезен или даже вреден, если работать невнимательно. Четвертый этап – подготовка к сценическому воплощению. Цель заключительного этапа работы над произведением состоит в достижении уровня эстетической завершенности. Удача возможна лишь в том случае, если музыкант сможет превратиться из участника событий в режиссера музыкального действа. Такой подход позволит исполнителю достичь равновесия. На этапе подготовки пьесы к сценическому воплощению, то есть на четвертом этапе, ставятся следующие задачи. Совершенствоваться, играть уверенно и убедительно и играть в любой обстановке, на любом инструменте и перед любыми слушателями. Достигнуть этого возможно благодаря дальнейшему укреплению навыков и исполнению целиком, приобретающий характер сценического выступления, то есть представляя себя на сцене. Так как игра перед воображаемыми зрителями укрепляет не только перспективное мышление, но и учит справляться с волнением. Также это позволяет объективно оценивать свою игру, как бы слушая себя со стороны. Подчеркну, что приведенные методы следует рассматривать как примерный образец, отталкиваясь от которого каждый должен сделать свою личную схему, согласованную с его видением и опытом. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!